Всем привет! Я давно хотел поработать с эпоксидной смолой. И тут мне на глаза попался кофейный столик, который служил уже не меньше обеденного стола, о восстановлении которого я рассказал в предыдущем видео. Недавно я нашел небольшое бревно из дуба. Кто-то его выбросил, а мне оно даже очень пригодится. Распустить дерево, как оказалось, не так и сложно, с помощью бензопилы. Конечно, получилось немного кривовато, но сойдет. Слэбы оказались очень сырые. На просторах интернета вычитал про дедовский метод быстрой сушки. Первым делом нужно сделать прорезы в пленке для обеспечения вентиляции. Затем заворачиваем слэбы в несколько слоев бумаги. Я заворачивал в газету, ну а затем в пленку. Менял газету каждые 6-8 часов в течение первых 2 дней. Потом я не выдержал и добавил в процесс радиатор. Таким образом я сушил еще 3 дня. В результате дерево довольно сильно подсохло, но все еще было влажное. Я решил рискнуть и засунул их в печку. Пока дерево сохло, занялся каркасом. Хром в этом столике пострадал довольно сильно, много отслоений и ржавчины, так что его нужно снимать. Сразу попробовал снимать абразивом, но через пару минут понял, что это бесполезно. Нашел, что хром снимают гальваническим способом. Еще немного про это почитал в интернете. Решил попробовать с солью. Делаю солевой раствор, примерно 1 к 5, с теплой водой. Ток я взял от блока питания для диодной ленты. Он как раз у меня с силой тока 12 ампер. Подключаю минус на нержавейку и плюс на корпус изделия. Что-то забурлило, и оставил я это на 30 минут. Достаю деталь и вижу, что хром стал немного матовый. Вода позеленела и на ней образовалась коричневая пенка. Понимаю, что в этого блока скорее всего не хватает на такой большой объем жидкости. В это время я варил себе столярный стол и решил попробовать подключить сварочный аппарат. К слову, он тоже имеет постоянный ток. Силу тока на сварочнике поставил самую минимальную – 30 ампер. Вода уже забурлила довольно серьезней. Спустя минут 10 вода стала черно-зеленой. Достал деталь. Хром начал сниматься, но и на металле видны повреждения. Да и снялся он не полностью, процентов только на 70. Опускать еще раз на более длительное время я побоялся, чтобы металл не растворился. Купил 2 5-литровые банки электролита. Кстати, не забываем про индивидуальную защиту, так как испарения токсичны. И хром я наконец-то снял. Но, как видите, довольно сильно повредил изделие солевой раствор. Так что поваренная соль не подходит для гальваники. Перед покраской обязательно грунтуй и покрывай черной матовой краской в 3 слоя. Проверяю слэп. Пара дней и дерево сухое. Да, появилось пару трещин. Честно признаться, я думал, их будет намного больше. Сделал из старых остатков шкафа приспособу для фрезера. Купил пазовую фрезу 32 диаметра. Слэбы я закреплял на саморезы к столу. И выравниваем плоскость со всех сторон с помощью фрезы. Обязательно шлифую, так как от фрезы остались небольшие следы. Зачищаю неровные края слэба от остатков коры с помощью обычного лепесткового круга. Обрезаю в размер, с запасом в 1 см. Теперь делаю форму под заливку эпоксидной смолой. В качестве материала для формы я взял сантиметровый лист ДСП.
Скручиваю формы на саморезы. Перед этим обильно все промазывая силиконом. В качестве разделителя между формой и смолой использовал силиконовую смазку. Вот теперь моя первая ошибка. Я неправильно закрепил доски. Перед заливкой смолой мне пришлось их снять, так как они мне мешали. Замешиваем эпоксидную смолу согласно инструкции. Вторая ошибка, но я ее сделал преднамеренно. Все дерево надо было прогрунтовать, это же смолой, за сутки. Так как я работаю на улице, то я боялся, что прилипит много мусора. Именно поэтому заливал все сразу. Пузырьки на протяжении часа я выгонял горелкой. Спустя трое суток разбираем форму. На мое удивление, она разобралась очень легко. Да, браков изделий хватает. Но это был мой первый опыт, поэтому я остался доволен, несмотря на допущенные ошибки при заливке. Излишки смолы я убирал фрезой. Шлифую все эксцентриковой машинкой. Столешницу покрывал уретан-алкидным яхтовым лаком. Да, эпоксидка из-за него пожелтела, но зато этот лак хорошо переносит высокие температуры. Покрываю им 3 слоя, и между слоями убираю мусор с помощью наждачной бумаги. Нижний щит я покрасил черной матовой краской, как и каркас, и даем ему высохнуть. Все детали готовы, приступаем к сборке. Спасибо за просмотр.